Какое уравнение? В самом начале доказательства достаточности взяли n такое. Вот откуда оно взялось? Там, где было для любой выбранной окрестности. Так. Точки А существует n, принадлежащая n большому. Вот откуда мы взяли это n? Из какого условия? Ну как вы думаете, из какого? По виду этой записи. Что это вообще записал? Какое определение? Определение чего? То, что последовательность. Определение чего? Предела последовательности. Какой последовательности? xn. К какой точке она сходится? А. Так откуда мы это взяли? Потому что мы взяли такой xn, который стремится к А. Это же обязательно. Вот мы берем xn, который стремится к А. Без этого мы ничего не докажем. Вот это как раз был факт, который я пометил двумя звездочками. Один факт еще, вот он. И вот комбинируя эти факты, мне удалось доказать, что последовательность f от xn является фундаментальной. Отсюда сразу следует, что она сходится. Тут, конечно, самое неприятное, это как вот правильно скомбинировать эти факты, в каком порядке применять то, что мы знаем. Ну вот тут я еще это не стер, видите? Я беру эпсилон, поэтому эпсилон выбираю окрестность, вот, используя вот это вот, понимаете, вот отсюда сюда я использую факт вот это. Да? Теперь я уже, имея окрестность, я подбираю n, такое, что иксы принадлежат вот этой окрестности. Теперь я опять возвращаюсь к этому условию и вижу, что если у меня иксы этой окрестности принадлежат, то обязательно для f от иксов будет выполняться такая оценка. То есть вот для xn и xm будет выполняться такая оценка. Вот она. Ну и после этого мне останется выбросить все промежуточное и записать только то, что необходимо для определения фундаментальной последовательности. Для любого эпсилон найдется такое n, что для всех m и n больших n разность будет меньше x. Если вы помните, мы также комбинировали два определения предела, как раз когда доказывали теорему критерий о существовании предела в терминах последовательности. Да? Там у нас тоже что было дано? Как раз мы там доказывали необходимость таким способом. Мы брали опять же xn, сходящуюся к А, и мы знали, что функция имеет предел. И мы должны были доказать, что f от xn стремится к тому же пределу, что и функция. Вот мы там тоже записали два таких определения того, что дано, и скомбинировали из них третий. Вот в этом отношении две этих теоремы доказываются схожим образом. Ну вот попытайтесь разобраться с этим. А нам еще нужно доказать вторую часть. Нам теперь надо доказать, что какой мы xn не выбрали последовательность, f от xn сходится к одному и тому же пределу. Так, докажем это от противного. Значит, нам нужно доказать, что для любого xn, стремящегося к А, f от xn стремится к одному и тому же значению А большого. От противного доказываем. Пусть для последовательности xn', стремящейся к А, f от xn' стремится к какому-то там А', а xn2 штриха, который стремится к А, тоже. Мы можем такую последовательность выбрать.
по-разному. f от xn 2 штриха стремится к a2 штриха. Причем a штрих не равняется a2 штриха. Мы уже знаем, что обе таких последовательности имеют предел. Осталось доказать, что этот предел один и тот же. Вот если мы получим, что вот эта ситуация невозможна, то мы докажем, что хотим. Конечно, здесь, как и раньше, мы дополнительно требуем, чтобы xn' принадлежало e без a. Но это мы помним, да? И то же самое для xn2 штриха. Как это доказать? Как это доказать? Вот такой прием. Мы сконструируем из двух исходных последовательностей x третью. В ней мы перемешаем элементы двух исходных. То есть определим xn как вот такую последовательность. x1 штрих, x1 2 штриха, x2 штрих, x2 2 штриха, x3 штрих, x3 2 штриха и так далее. Можно еще было так записать, без многоточия. xn это есть x k штрих, если n равняется 2k минус 1 и xk 2 штриха, если n равняется 2k. То есть, если n у нас нечетное, то мы берем элемент из x штрих. Если n четное, вот же, это индекс 1, это индекс 2, это индекс 3, это индекс 4. Так? А если индекс четный, то мы берем элемент из x2. Вот так мы их перемешаем. Разумеется, x просто тоже принадлежит e без a. Вопрос, сходится ли эта последовательность к a? К a малому. Сходится ли она к a малому? Да, конечно. Конечно. Хорошо, что вы так уверены. Но это действительно так, она сходится. Как это, если коротко, идея, да? Вот у нас a. Что означает, что последовательность сходится к a? Значит, для любой окрестности этой точки найдется такое n большое, что все элементы с индексами больше n попадут внутрь. Смотрите, это справедливо для последовательности xn'. Вот какое-то, значит, найдется n', что все n, которые больше n', все элементы попадут сюда. Но это справедливо и для x2 штриха. Значит, найдется какой-то номер n2 штриха, что для любого n большего n2 штриха тоже все элементы из x2 штриха попадут внутрь этой окрестности. Ну, а тогда, этой же, да, мы в одну и ту же взяли. Ну, а тогда, разумеется, и для нашей смешанной окрестности, для нашей смешанной последовательности, начиная с некоторого номера, все элементы попадут в эту же окрестность. Ну, с того номера, который связан с этими номерами. Он не так уж однозначно связан, тут видите индексы чуть похитрее, но всегда можно выбрать такой номер, что все элементы нашей последовательности x, они будут элементами x', которые больше по номерам n', и будут элементами x2, которые по номерам будут больше n2. Так что xn действительно сходится тоже к a. Если так, мы доказали, да, так как xn стремится к a, то следовательно f от xn тоже стремится к какому-то значению. Да? Мы доказали, что для любой последовательности, стремящейся к a,
малой, f от xn стремится к большому. Вопрос. А чем являются вот эти последовательности по отношению к вот этой последовательности? Они являются подпоследовательными. Да? Значит, f от xn штрих и f от xn 2 штриха подпоследовательности f от x штрих. f от xn просто. А у нас была теорема, что если последовательность имеет предел, то любая ее подпоследовательность имеет тот же самый предел. Значит, поскольку это подпоследовательности этой последовательности, f от xn штрих должно сходиться к a, и f от xn 2 штриха тоже должна сходиться к a. Ну, а это противоречит нашему предположению. Иными словами, мы доказали, что a' равняется a, и a 2 штриха равняется a. А это противоречит предположению, что они разные. Поскольку это подпоследовательности, сходящиеся последовательности, они имеют тот же самый предел. Это противоречит нашему предположению о том, что у них разные пределы. Вот теперь мы теорему доказали полностью. Для любой последовательности xn f от xn сходится к одному и тому же числу. Значит, по критерию существования предела функции в терминах последовательности мы заключаем, наконец, что наша функция имеет предел. Ну и вот как мы этой теоремой закончили раздел предела последовательности, так мы вот этой теоремой закончим раздел последовательности. Следующий раздел. Непрерывные функции. Непрерывные функции. Непрерывные функции. В этом разделе мы изучим важный класс непрерывных функций. Начнем с понятия непрерывности функции в точке, ну и дадим его определение. Значит, заголовок пункта непрерывность функции в точке и определение. Что это такое? Непрерывность функции в точке. Дана функция f и некоторая точка, принадлежащая ей. Говорят, что функция f непрерывна в точке x0, если для любой окрестности функции, для любой окрестности точки f от x0 найдется такая окрестность точки x, 0, уже без f, что для любого x, принадлежащего вот этой окрестности, f от x принадлежит первой окрестности. Ну, давайте я тут пересечение с e напишу для порядка. А зачем стоит писать всегда пересечение с e? Ну, потому что Это не подразумевается. или это писать, или тогда сказать, что вот f от x имеется в виду только для тех точек, для которых это имеет смысл, это как-то нехорошо. Ведь вполне может оказаться, что эта окрестность окажется какая-то особая точка, которая не входит в область определения. Да? Хоть у нас такого обычно не бывает. Это не то же самое, что мы писали в Очень похоже, правда? Это очень похоже на определение предела функции. Так и должно быть. Так? Вот, в самом деле, давайте.
Вот у нас x0. Да? Вот наша функция как-то себя ведет. Вот это f от x0. Вот эта функция как раз непрерывная. Да? Непрерывная. Что означает это определение, еще раз по картинке, что какую бы мы достаточно маленькую окрестность f от x0 не взяли, мы сможем по ней построить такую окрестность точки x0, что все элементы из этой окрестности в x0, а вот эта окрестность u f от x0, все элементы из этой окрестности точки x0 попадут вот в исходную окрестность точки f от x0. Чем принципиально отличается это определение от определения предела? Тем, что, собственно говоря, здесь, видите, мы берем обязательно значение функции, а не какую-то там точку А большое. Да? И во-вторых, что мы не выбрасываем из окрестности x0 саму точку x0. Да? Ну, поскольку мы здесь берем f от x0, ничего выбрасывать не нужно, потому что в самой точке x0 это всегда будет выполняться, да? x0 всегда будет переводиться в любую окрестность f от x0. Да? Но если бы у нас функция была разрывной, вот, предположим, мы вот в этой точке x0, эта функция имеет какое-то значение здесь, да? То вот, глядя на эту картинку, мы бы сказали, что предел у этой функции есть, но вот это не выполняется, да? Потому что предел никакого отношения к значению функции в этой точке не имеет. Какой-то совершенно другой посторонний предел А. Но это бы, разумеется, не выполнялось. Да? Не выполнялось. Таким образом, если вот на это обратить внимание, то можно сделать такое замечание. Если, очень важное замечание, если x0 это предельная точка E, то данное определение равносильно тому факту, что предел f от x, когда x стремится к x0, равняется f от x0. Вот это исходное определение. Но если x0 это предельная точка E, кстати, тут мы этого не требовали, обратите внимание, то сравнивая это определение и определение предела, мы видим, что оно просто означает, что не просто у функции существует предел в точке x0, а он еще равняется значению функции в этой точке. Иногда именно это используют в качестве определения непрерывности. Вы скажете, а что будет, если x0 не является предельной точкой? Что это означает? Ну, это означает, например, следующее, что вот у нас есть какая-то функция, определенная где-то здесь, определенная где-то здесь, и еще определенная вот в одной единственной точке здесь. В конце концов, кто нам мешает так ее определить? Да? Если это вот f от x0, если x0 не является предельной для e, то она называется изолированной точкой. Значит, вот если x0 не является предельной точкой e, то она называется изолированной точкой. Изолированной точкой e. Так вот, в изолированной точке любая функция непрерывна всегда. Почему? Какую бы я ни взял окрестность, сколь угодно большую, моей точки f от x0, да? Возьму я такую окрестность x0, в которой
не будет ни одной точки e, кроме самой точки x0. Да? Любой x из окрестности, пересеченной с e, он переводится в u от fx0. Что это будет за x? Один единственный x, сам x0. Тут же ничего другого из e нет. Да? Вот у нас e, вот у нас e, тут e нет. Он, конечно, переводится. Он в любую окрестность переводится, потому что он попадет в центр окрестности. Да? Так что, если x0 изолированная точка в области определения, то в ней функция всегда непрерывна. Это случай неинтересный, и мы его в дальнейшем рассматривать не будем. Хотя из нашего определения, видите, следует, что если она изолированная, то это имеет смысл, такое определение, и обязательно функция будет непрерывна. Значит, мы будем рассматривать в дальнейшем только интересный случай, когда у нас x0 является предельной точкой, и тогда, конечно же, не всегда функция будет непрерывной. Вот когда она будет непрерывной. Если у нее будет существовать предел, и равняться он будет значению в этой точке. Вот непрерывность. На картинке, конечно, можно нарисовать разные случаи, когда функция не является непрерывной. Вот я нарисовал такой случай, да? Я мог бы нарисовать еще такой случай. Вообще мы в свое время рассмотрим разные ситуации, когда функция не является непрерывной в данной точке. А вот если взять какие-то стандартные функции, то, пожалуй, единственный простой пример функции, которая не является непрерывной, это сигнум. Да? Вот сигнум в нуле не является непрерывным, потому что мы знаем, что вообще в нуле сигнум не имеет предела. Да? А все не имеют предела, хотя определенные. Это важно. Видите, имеет смысл говорить о непрерывности только в точке, в которой функция определена. Имеет значение. А все остальные функции, известные нам, все элементарные функции, они, конечно, непрерывны. Всюду в области определения. Значит, константа непрерывна. Разумеется. Да? Линейная функция непрерывна. В любой точке. Как доказать, что линейная функция непрерывна в любой точке? Ну вот, как это можно переформулировать на языке симметричных окрестностей? Для любого эпсилон большего нуля найдется такое дельта большее нуля, что для любого икса такого, что x минус x0 меньше дельта, выполняется, что f от x минус f от x0 меньше эпсилон. Это вот переформулировка на языке симметричных окрестностей. Так? Собственно говоря, эквивалентная переформулировка, это легко доказать. Видите, здесь отличие от определения обычного предела функции. Тут у нас не а большое, а x0, f от x0. И второе, что тут мы уже не пишем, что здесь обязательно должно быть больше нуля. Если x равняется x0, то ничего плохого тут не будет никогда. Вот в этом случае обязательно будет меньше x. Так вот, если мы хотим это проверить для функции, которая просто равняется x, это очень, очень легко сделать. Какое дельта надо взять в этой ситуации? Доказывали по определению существования предела функции. Вот это тоже, можно сказать, задача очень простая на доказательство по определению предела функции. Конечно, надо взять дельта просто равное эпсилон. Да? Что мы хотим доказать? Что для любого x такого, что x минус x0 меньше дельта, выполняется, что f от x минус f от x0 меньше эпсилон. Но в нашем случае f от x это x, значит мы хотим доказать, что x минус x0 меньше эпсилон. Так если мы эпсилон возьмем равным дельта, то это сразу будет из условия следовать. Да? Если мы возьмем x минус x0 меньше дельта и выберем в качестве эпсилона дельта, то мы, разумеется, получим, что x минус x0 меньше эпсилон. Также легко доказать, например, непрерывность функции синус.
элементарной функции синус x. Что для этого нужно сделать? Ну вот, тут немножко будет хитрее, хотя в качестве дельта тоже можно взять эпсилон в этой ситуации. Как? Как это доказать? Синус x минус синус x0. Воспользоваться формулой разности синусов, которую, может быть, вы еще помните. Да? Или нет? Синус разности. Да, именно так. Ну вот смотрите, я это написал. Этот косинус оценивается единичкой. Да? А для синуса, между прочим, мы установили такую оценочку. Мы, правда, ее установили только для положительных иксов, но на самом деле она справедлива и для отрицательных иксов. Вот. Значит, это получается что? Меньше или равно 2х минус х0 поделить на 2. А это есть просто х минус х0. И если мы учтем, что это меньше дельта, то мы получаем, что наша функция меньше дельта, то есть взяв эпсилон равный дельта, мы как раз докажем непрерывность синуса. Также можно косинус рассмотреть. Показательные функции можно также, ну, не совсем, конечно, так же проанализировать, но можно, вот скажем, экспонента. Экспоненту можно... Экспоненту можно доказать, проанализировать вот так. Как доказать, что e от x стремится к e от x0, когда x стремится к x0? Мы уже доказали в свое время, да даже не обязательно e, что я пишу? А в степени x стремится к a в степени x. Мы доказали факт. А в степени единичка на n стремится к единичке, когда n стремится в бесконечность. Это мы доказали для последовательности. Действуя так же, как мы уже несколько раз действовали в предыдущем разделе, можно доказать, что а в степени единичка на x стремится к единице, когда x стремится в бесконечность. В чем отличие этих двух фактов? Главное отличие в том, что здесь уже x это произвольная, и на самом деле этот факт означает, что он справедлив и когда x стремится к плюс бесконечности, и когда x стремится к минус бесконечности. Все равно. Да? Когда x стремится к плюс бесконечности, мы это можем доказать с помощью неравенства. Да? А в степени единичка на x, а меньше, а у нас, конечно, больше единички, больше, так, хотя это не важно, да, а больше нуля. Вот, если а больше нуля, то это будет а единичка на целая часть икса. Так. Ну и вот, используя ту самую идею, мы сможем доказать это для плюс бесконечности, а потом можем для минус бесконечности доказать. Сейчас мы это делать не будем. Почему а больше нуля, не больше единички? Ну а если от нуля до 2 смотреть? А помните, мы этот факт доказали для произвольного больше нуля? Я помню больше единички. Ну, вообще говоря, я вам предложил этот факт доказать в том случае, когда он еще, значит, и больше нуля, но меньше единицы. Так? Ну, то есть надо рассмотреть два случая, и тоже оба случая, значит, получится. Так вот. Но если вот этот факт установлен, его можно еще как переписать? Что а в степени x стремится к единице, когда x стремится к нулю. Это что же самое. Просто перевернем x, да? Вот. Ну а после этого уже все будет сравнительно просто. Если мы этот факт доказали, что а в степени x стремится к единице, когда x стремится к x0. Как теперь это доказать для любого x0, да? Для любой точки. Вот рассмотреть такую функцию. Я могу ее преобразовать каким образом? А x0, а x минус x0 минус 1. Да? Это константа. Вот эта функция
Если x стремится к x0, что у нас будет? Вот это будет тогда стремиться к нулю. А мы уже доказали, что если показатель стремится к нулю, то это стремится, вся функция стремится к единице. Значит, все это будет стремиться к нулю. То есть тут уже мы можем определение не использовать, а просто воспользоваться свойством предела. Кстати сказать, свойством предела можно воспользоваться и при изучении поведения синуса. Да? Представить разность синус x минус синус x0 в виде произведения и применить эквивалентность, о которой мы уже знаем. Да. Где? Ну вот при а в степени и если... Ну потому что если x произвольная, вещественная, то, скажем, если x 1/2, что будет с отрицательным? Неизвестно. Это в школе. Показательная функция с произвольным показателем определена только для положительного. Ну вот, логарифм тоже является непрерывной функцией, но это мы уже не будем никак доказывать. Короче говоря, вот все вот эти функции, которые мы перечислили, они непрерывны всюду в своей области определения. Всюду в своей области определения. В любой точке, где они определены, они являются непрерывными. Ну теперь давайте докажем несколько свойств непрерывных функций. Свойства непрерывных функций в точке. Свойства непрерывных функций в точке. Первая теорема будет очень простая. Значит, дано, что функция непрерывна в точке x0, и дано, что в этой точке эта функция не равна нулю. Тогда два фактора выполняются. Найдется такая окрестность точки x0, что для любых x из этой окрестности, входящих в область определения, f от x по-прежнему не будет равна нулю. То есть, если функция непрерывна, и не равна в этой точке нулю, то обязательно в некоторой окрестности она по-прежнему будет отличаться от нуля. Хотя, конечно, если мы чуть дальше пойдем, она прекрасно может обратиться в ноль. Да? Но хотя бы какую-то окрестность мы сможем выбрать. Отойдя слева, отойдя справа, мы всегда это сможем обеспечить. Это первый факт. Второй факт, на самом деле, посмотрите, мы можем утверждать, что не просто она не равна нулю. Мы можем утверждать, что для некоторой окрестности, собственно говоря, для той же самой, для любого x из этой окрестности, знак функции f от x будет совпадать со знаком этой функции в точке x0. И если функция в этой точке положительна, то и во всех точках этой окрестности она тоже будет положительна. Собственно говоря, если мы докажем второй факт, то отсюда сразу будет следовать первый. Почему для функций, которые не являются непрерывными, это утверждение не выполняется? Ну, например, взять функцию, которая ведет себя так. Вот здесь она равна единице, когда x больше или равняется нулю. А вот если x меньше нуля, она равняется нулю. Да? И рассмотрим точку 0. В этой точке наша функция не равна нулю, да, поскольку она равна единице. Но какую бы мы окрестность нашей точки не взяли, в нее обязательно попадет точка, в которой функция равняется нулю. Почему? Потому что в этой точке наша функция не является непрерывной, она испытывает разрыв, видите? Вот. Если бы функция была непрерывна, такое было бы невозможно.
Вот это пример функции, для которой утверждение вот, нарушается. Да? Нельзя для функции этой найти окрестность, во всех точках которой наша функция была бы больше нуля. Хотя в точке 0 она больше нуля равняется единице. Нарушается, потому что нарушается условие теоремы, наша функция не непрерывна в точке 0. Как доказать нашу теорему для непрерывных функций? Ну, давайте вспомним определение. Да? На языке эпсилон. Для любого эпсилон найдется такое дельта, что для любого x такого, что x минус x0 меньше дельта, f от x минус f от x0 по модулю меньше эпсилон. Так. Это можно переписать f от x меньше f от x0 плюс эпсилон и больше f от x0 минус эпсилон. Эпсилон совершенно произвольное положительное число. Ну вот по условию f от x0 равняется a не равное нулю. Пусть, например, a больше нуля. Пусть a больше нуля. Возьму эпсилон равный такому значению. Модуль а пополам. Ну, собственно говоря, модуль писать не обязательно. А пополам. Это больше нуля. Это больше нуля. Для этого эпсилон найдется дельта. Такое, что для всех иксов выполняется такая оценка. Во что эта оценка превратится? f от x меньше а плюс а пополам, да, получается? 3а пополам. 3а равно. А здесь а получается минус а пополам. Напоминаю, что я буквой а просто обозначил f от x0. А эпсилон я выбрал равным а пополам. Значит, это будет а пополам. Ну и смотрите, что получается. А это больше нуля. Это больше нуля. Значит, все иксы из вот этой окрестности, это что такое? Дельта окрестность. Это дельта окрестность x0. Все иксы переводятся в положительные числа. Так что я сразу доказал и этот факт, и этот. Видите? Сигнум один и тот же. Это не минус, так я не знаю. Вот черточка взяла. Знак у всех этих значений плюс. Все значения положительные. Правда, это я рассмотрел только в случае, когда А больше нуля. А когда А меньше нуля? А когда А меньше нуля, пусть А меньше нуля, тогда я в качестве эпсилон что возьму? Модуля пополам. А определение модуля, помните, это минус, если значение отрицательное. То есть это будет минус А пополам. И когда я это сюда подставлю, я получу вот такую оценку. 3а пополам меньше f от x меньше а пополам. Когда отрицательная, как раз именно такая оценка будет. Но тут другая ситуация, правильно? Тогда это будет меньше нуля, и это будет меньше нуля. И тут я получаю, что все значения наоборот отрицательные. Значит, они не равны нулю и имеют один и тот же знак. Вот так это просто доказывается. Значит, мы записываем определение непрерывности и вот таким образом выбираем эпсилон. Где мы еще похожим образом выбирали эпсилон? Каким-то конкретным образом? Ну, когда мы доказывали, например, ограниченность, мы там тоже эпсилон фиксировали каким-то образом. Единичные, да? А здесь вот мы выбрали зависящие от значения нашей. Хорошо. Эту теорему мы доказали. Следующая теорема. Что будет, если мы сложим две непрерывные функции? Мы получим тоже непрерывную функцию. Так? Значит, это
Это теорема об арифметических свойствах непрерывных функций. Арифметические свойства непрерывных функций. Даны две функции f и g. x0 принадлежит e, и обе функции f и g непрерывны в x0. Тогда мы уже привыкли, да, что арифметические теоремы состоят из трех частей. Значит, первая часть. f плюс g непрерывно в точке x0. Вторая часть. f умножить на g непрерывно в точке x0. И третья часть. Если g от x0 не равна нулю, то f, деленное на g, непрерывно в точке x0. Видите, мы в этих теоремах не рассматривали отдельный случай о том, что, в общем, о том, что x0 может быть изолирован. Да? Если точка изолированная, то все тут очевидно и ничего интересного нет. Любые функции непрерывны в изолированных точках, а значит их суммы, их частные и так далее. Мы всегда считаем, что x0 это предельная точка E. Ну давайте рассмотрим последнее утверждение. Понятно, что все эти утверждения доказываются с помощью соответствующих утверждений для предела функций. Вот здесь просто еще одно условие надо будет учесть, поэтому имеет смысл о нем сказать поподробнее. Осталась 1 минута, но я успею. Значит, то, что f непрерывно, означает вот этот факт. То, что g непрерывно, означает этот факт. Два предела уже есть. Значит, пределы существуют. Что еще требовалось для того, посмотрите, если мы хотим найти сумму или произведение, то это все, что требуется. Так что сразу получаем, что выполняются эти условия по соответствующей теореме определения функций. Для частного, значит, надо, чтобы g от x0, то есть не равнялся предел нулю, нулю. И надо, чтобы существовала такая окрестность x0, чтобы g от x теперь для любого x из этой окрестности g от x не равнялся нулю. Вы помните, мы там говорили, что в области определения функция не должна обращаться в ноль. Но нам достаточно, чтобы этого не происходило в какой-то окрестности x. Ну так, это тоже выполняется? Это выполняется по предыдущей теореме. g от x не равняется в нулю, и поэтому всегда найдется окрестность, в которой это неравенство сохраняется. Тогда по соответствующей теореме о пределе функции мы заключаем, что предел f от x поделить на g от x, когда x стремится к x0, существует и равняется отношению предела. То есть равняется f от x0 поделить на g от x0. То есть предел частного равняется значению частного в этой точке. Вот мы доказали третий факт. Ну, логично доказывается первый факт. То есть это обязательно условие, если мы будем Обязательно условие. Нет, что или это наше цикл? Вот это чтобы мы имели право применить теорему о переходе к пределу. Вот для этой теоремы. А я еще не сказал, что все. Да?
еще одна фраза, последняя. Из этих теорем сразу вытекает, например, следующее, что любой полином А0 xn плюс А1 xn, любой полином является непрерывной функцией, потому что он является комбинацией непрерывных функций x, да, их произведений и произведений вот этих степенных функций на какие-то константы. Например, да, вот. Отсюда следует, что тангенс непрерывная функция всюду, где она поделена. То есть мы еще больше расширили набор непрерывных функций. Вот теперь все. Это как раз по